Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы опять поговорим про контакт. Возможно, вы видели мое видео, где я устанавливал несколько выходов для одного окна контакт, для того, чтобы обрабатывать каждый канал одного контакта, независимо друг от друга. Как вы помните, я открывал окно VST инструментов. Здесь устанавливается одна копия контакта. И с помощью вот этой иконки мы устанавливаем активные выходы для того, чтобы их использовать далее уже в секвенсоре самом. Но, как вы видите, здесь одни каналы моно, поэтому нам приходилось для каждого канала создавать свою дорожку. Потом левый и правый канал объединялись при помощи группового канала. И тем самым мы получали независимые выходы для нескольких инструментов в одном контакте. Но существует более удобный способ. В этом способе используется маршрутизация внутри самого контакта в разделе Output. Ну и тут все проще и самое главное, не зависит от версии Cubase. Так что нужно сделать для начала? Мы добавили контакт в окно VST Instruments. Далее настроим маршрутизацию внутри контакта. Нам нужно добавить несколько выходов для нескольких инструментов. Мы нажимаем кнопку Add Channels. Здесь мы выбираем, какое количество каналов мы добавляем. Допустим, это будет 10 выходов. По 2 канала в каждом выходе, левый и правый. Здесь мы выбираем выход самого плагина. И далее нужно еще поставить 2 галочки. Первая галочка. Мы удалим существующие выходы, прежде чем создавать новые. И вторая галочка сделать создаваемую конфигурацию по умолчанию, то есть при следующей загрузке контакта выходная конфигурация, то есть количество выходов, будет сохраняться. Нажимаем ОК, нам говорят о том, что конфигурация создана и сохранена как конфигурация по умолчанию. Как видите, у нас установилось несколько выходов, что нам и нужно. Значит, маршрутизацию внутри контакта мы сделали. Теперь посмотрим, что в этом окне нам нужно активировать эти выходы, которые мы создали. Но проблема в том, что эти выходы здесь еще не появились. Нам необходимо перезапустить Cubase. Итак, я перезапустил Cubase. И теперь мы заходим в то же окно VST Instruments и смотрим. У нас появились созданные нами 10 выходов, причем стерео. То есть то, что нам и нужно. Далее нам нужно активировать те выходы, которые мы хотим использовать. Это зависит от того, сколько инструментов вы хотите использовать внутри одного контакта. Нам для примера нужно 2 выхода. То есть мы активировали 2 выхода, первый и второй. Ну, конечно, по желанию можно активировать и больше. Итак, теперь создаем инструменты. Для примера возьмем скрипки. И клавиши. Как вы видите, когда мы активировали выходы, у нас появились соответствующие дорожки в списке дорожек. То есть сколько вы выходов активируете в окне VST Instrument, столько здесь появляется дорожек. Но дорожка это одно, нам нужно каким-то образом создать партии для созданных инструментов, чтобы извлечь из них звук. Это, конечно, делается при помощи MIDI дорожек. Создаем их в количестве 2 штук для наших 2 инструментов. Назовем первый это скрипка. Второй пускай будет пиано. Теперь нам нужно их подать на инструмент контакт. Что мы делаем? Мы обращаемся к инспектору, выделяем нужный MIDI трек. Здесь выбираем, куда подается MIDI информация. Нам нужно его подать на контакт. Выбираем здесь контакт.
И также выбираем канал. То есть для каждого инструмента внутри контакта целесообразно создавать свой канал, чтобы они как-то разделялись внутри самого контакта. То есть а, скрипка у нас будет на первом канале, а пиано у нас будет на втором канале. И теперь аналогичную работу проделываем ВКонтакте. Обращаемся вот сюда. Если это окно свернуто вот в таком виде, необходимо его развернуть. И здесь выбрать. Так, ну, во-первых, MIDI канал у нас первый, как и нужно. Стерео выход первый. Теперь идем к пиано. MIDI канал второй, он уже тут установлен. И самое главное, стерео выход второй. И теперь проследим, как идет звук. Для начала проследим это внутри контакта, чтобы удостовериться, что все хорошо. Выделяем первый MIDI трек, это скрипка. Видим, что через первый выход у нас идет звук. Теперь выделяем MIDI трек с пиано. Смотрим, что звук идет через второй выход. Ну и теперь проследим в микшере. Тут ситуация аналогичная. То есть у нас установлено два стерео выхода, которые мы, кстати, можем переименовать. Чтобы было понятно. Теперь при воспроизведении мы также получаем скрипку на канале со скрипкой, получаем пиано на канале с пиано. И это нам дает также независимую обработку. То есть мы устанавливаем в инсерте, что хотим, в сендах, что хотим. Ну и работаем как с обычным каналом. На этом все. Я надеюсь, что это видео вам оказалось полезным. Удачного вам творчества и до связи.